Добрый день, друзья, коллеги. Хотим провести небольшое время подошло сделать отчетную пресс-конференцию. Последний месяц, февраль, нам удалось очень тяжело. Прирост абонентской базы составил за месяц почти 260 тысяч абонентов. Соответственно, нагрузка на сеть выросла опять-таки кратно. Не уложились мы в те сроки, когда мы планировали полностью стабилизировать ситуацию. Конечно же, обусловлено это высокой нагрузкой, нехватка вовремя подвезенного оборудования, на котором мы планировали. Но параллельно, что хотелось бы отметить, ну и, конечно же, прокомментировать. Конечно же, у нас те или иные процессы есть последовательные, есть независимые друг от друга. Как отдельный проект мы давно его ввели и освоили технологию реализации сети 4-го поколения. Запущен на данный момент в Донецке 5 базовых станций в ЛТЕ. Используется при этом Band20. Для меня это было тоже определенной новостью, потому что мой телефон не поддерживает Band20. И я обращаюсь ко всем о том, что сеть Донецкой Народной Республики будет строиться в приоритете на 20-м бенде, это 800 МГц частота. Мы заранее освободили частотный ресурс, тут ранее там было несколько аналоговых телеканалов, мы их перевели на другие частоты. Почему Band20? Потому что достаточно оптимальное решение при построении сети 4-го поколения в сочетании емкости, в сочетании базовых станций. Ну и в принципе это является бенд сертифицированным в Российской Федерации, и, конечно, предполагается, что большинство аппаратов смогут достаточно свободно регистрироваться на данной сети. У нас в планах по 4G добавить еще 5 базовых станций там, через некоторое время, и когда будет порядка 10, по большей части город покрыт, мы откроем определенный закрытый бета-тест. Это порядка 500 человек, будет отдельно разместим информацию, как будет проходить регистрация на бета-тесте. Соответственно, что с нашей основной задачей? На сегодняшний день сеть у нас получается более-менее разгружать. Со среды начались такие масштабные работы, связанные с тем, что мы получили необходимое оборудование. Сотрудники наши, опять-таки, живут на работе. Принципиально для нас направление на сегодняшний день это, конечно же, Горловка, это Янакиево, привоз состояний от района Донецка. И, соответственно, под 3G мы практически завершили наши работы, необходимые для того, чтобы привести сеть в соответствии с коммерческой эксплуатацией. Не уложились с 1 марта. Уверен, что 8 марта мы сможем всех наших женщин поздравить. Я думаю, просто Андрей Евгеньевич не знал, что подарить жене, и вот решил, что лучший подарок это будет реализован 3G. Но более подробно о цифрах, что реально сделано, что делает на данный момент наш оператор, расскажет директор предприятия. Добрый день, коллеги. Лучший подарок, конечно, живет, в нашем случае это 5G. Что касается того, что делаем, во-первых, еще раз остановлюсь на том, что после отключения компании МТС количество ежесуточных успешных звонков у меня возросло с 2,5 до практически 20 миллионов в сутки. Это я говорю за те звонки, которые увенчались успехом, которые состоялись. Что касается качества сети работы в целом, я могу сказать так, то есть проблемы есть, их никто не скрывает, и смысла нет их скрывать. На сегодняшний день мы собираем ежесуточную статистику, процент отказов, которые существуют на сети, это в районе 21-22%. То есть много это или мало, но это, конечно, много. Это очень много, но по сравнению с теми, опять-таки, первыми днями, даже первыми 2 неделями, которые были, мы этот процент отказов сумели снизить практически в 4 раза. То есть до этого было практически в ужасном состоянии несколько дней наша сеть, опять-таки мы этого не скрывали, но вот сегодня мы уже выиграли на 20-22%. Что касается конкретных действий, которые были сделаны по тем или иным городам, в частности по городу Шахтерску, я считаю, что нам на сегодняшний день удалось проблему со связью решить.
этому решению проблемы на сегодня уже порядка недели, и, слава богу, жалобы конкретные шахтерская, допустим, к нам больше уже не поступают. Что касается города Донецка, в первые дни, в первые недели нам удалось решить в основной своей массе проблему по центральной части города. Буквально со вчера, с позавчера мы подтянули еще и остальные районы, то есть это тот же Буденновский район, это тот же Петровский район. И я, не то что думаю, я уверен, что буквально еще пару дней и проблема по городу Донецку как таковая с дозвонами, она тоже будет решена. Но проблема по городу Донецку, я акцентирую внимание, это при звонках из города Донецк в город Донецк. Понятное дело, что если звонить из Донецка в другие населенные пункты, пока еще возможны некоторые перебои. Что касается конкретно города Горловки, на сегодняшний день там уже в работу запущено 27 базовых станций, и мы в ближайшие дни планируем еще 7-8 базовых станций туда добавить. Итого вопрос конкретно по городу Горловке, он тоже будет максимум 3-4 дня тоже завершен, его решение. По Макеевке добавили 60 базовых станций к тем, которые были. Макеевку мы также уже на финальной стадии решения вопроса по Макеевке, и опять-таки вот максимум в течение недели вот основные проблемы по Макеевке они тоже идут. Но, понятное дело, мы не останавливаемся на достигнутом, то есть вот я пока назвал только наиболее крупные города нашей республики. Кстати, я забыл еще за Торез. По Торезу мы также ввели в эксплуатацию дополнительно 8 базовых станций. Из тех городов, которые мы пока еще не модернизировали, это на сегодня у нас остается Снежное и у нас остается Новоазовск. Резких каких-то прогнозов давать не буду, но опять-таки это произойдет довольно короткий промежуток времени. Что касается дальнейших перспектив, у нас с 28 декабря работает в тестовом режиме наша 5G, то есть на сегодня уже в районе 32 тысяч абонентов попробовали ежедневно пользоваться этой услугой. Каких-то негативных отзывов я пока не встречал именно по качеству мобильного интернета в 5G. Как правильно сказал Виктор Вячеславович, то есть в наших планах в очень ближайшее время сделать эту сеть полноценной. Я имею в виду, что в сети 5G можно будет осуществлять и голосовые звонки тоже. То есть это то обещание, которое мы давали исполнить до 1 марта, но в связи с небольшим форс-мажором, назовем его так, в лице МТС, это немножко наши сроки сдвинулись. Опять-таки, то, что касается 5G, в наших планах есть помимо Донецка, Макеевки и Горловки, там, где он сегодня работает, все-таки постараться эту технологию развить и на остальной территории республики. Конкретных сроков я пока называть не буду, но планы есть, определенные переговоры проведены. Но я думаю, что лучше будет отчитаться по факту. Есть, конечно, большая уверенность в том, что прежде всего самое главное для нас это найти оборудование. У нас определенный поставщик, который в залежах своих нашел оборудование, которое нам подходит. Поэтому у нас есть возможность, это самое главное в наше время, потому что приобретать оборудование, тем более для сотового оборудования 3-4 поколения, это крайне сложная задача. И допуск, как раз доступ к технологиям для нас является самым сложным. И, конечно же, навык, это компетенция. Надо отдать должное, действительно, наши сотрудники за очень короткий период смогли большой пройти такой рывок технологический в собственном образовании. У них получается достигать больших результатов. За последние 2 суток 41 база станции введена в эксплуатацию. Это титаническая работа, и с такими темпами, конечно, наши люди не сгорели. Мы можем в ближайшее время полностью сеть стабилизировать. Самое главное, подчеркиваю, есть оборудование, которое нам необходимо, есть специалисты, которые у нас есть. Все у нас получается. Тестовые звонки в 3G они у нас уже прошли. Есть там определенные нюансы стыков. Я думаю, что все у нас получится. Если есть вопросы, мы готовы ответить. Бери ножку. Скажите, пожалуйста, после того, как 3G интернет будет введен в эксплуатацию на коммерческой основе, Вот давайте я немножко отвечу, потому что я тут немножко фантазирую по поводу цен. Есть там чаты,
как раз по Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике. Ну и люди там высказывают собственное мнение, переживания, взгляды. Мы очень внимательно относимся действительно к пожеланиям наших граждан. Есть определенная база, от которой можно отталкиваться. Да, это тарифы, к примеру, Кремов Украины. Вот. Мы оцениваем, что мы приблизительно по АРПе, безусловно, не должны превышать украинских показателей. И, наверное, будет что-то вроде 50 рублей, то есть это минимальная ставка остается. Единственное, что у нас есть как бы безусловный безлимит на сегодняшний день, да, в 2G. Но сколько можно там на 2G скачать? Вводя в эксплуатацию коммерческую полноценную 3G, более того, как Андрей Евгеньевич сказал, я как раз это подчеркиваю, мы будем строить 3G более активно. Это порядка 50 рублей за 1 гиг. При единовременном покупке за 100 рублей будет 5 гигов предоплаченного трафика на 30 дней. То есть это будет один из самых демократических тарифов на территории бывшей Украины. Но я молчу про СНГ, в России дороже и в других странах СНГ также. Спасибо. Еще вопрос, пожалуйста. Какая ситуация с восстановлением связи Россия-Украина? Следует минские стороны подтвердили приверженность, что будут согласно направлению работать, если сроки приступили? Смотрите, да, действительно прошли более-менее плодотворные переговоры. В лице эксперта присутствовал мой первый заместитель Никита Бородин. Договорились о том, что, во-первых, встречи будут продолжаться, при этом прямые контакты между нашими специалистами и представителями компании Vodafone. Это большая заслуга как раз в целом переговорного процесса и представителей так называемых западных партнеров и непосредственно работа Дениса Пушилина. У них есть желание действительно провести определенные работы, связанные с восстановлением сети Vodafone в нашей республике. Мы со своей стороны пообещали и необходимую обеспечить и безопасность, и координацию с СЦК, то есть и возможную помощь технологическим их специалистам на нашей территории. Но для нас таких краеугольный момент был для нас это необходимость приезда их специалистов в Донецкую Народную Республику, чтобы сделать объективный аудит и определить проблемы, почему в нашей республике сеть не запустилась после включения в Луганской Народной Республике, и, конечно же, произвести ремонт по всем магистральным каналам связи, которые проложены между Донецкой Народной Республикой и территорией Украины. Вот. Пока, можно сказать, первая встреча положительная. Больше ждем приезда сюда Дениса Пушилина, он расскажет более подробно. С нашей стороны готовность на 100% содействовать процессу. Опять-таки подчеркиваю, мы рады, что пошел наконец объективный двусторонний прямой контакт, потому что до этого компания Vodafone ничего полностью отрицала любые попытки наших контактов. Все официальные обращения они пытались как-то нивелировать, но на сегодняшний день мы можем констатировать, что диалог есть напрямую с компанией Vodafone. Еще вопросы? По срокам пока ничего не. По срокам пока ничего. Вот договорились в полном объеме, мы излагаем, что действительно нужно, как мы видим, для восстановления сети. И, соответственно, на этот перечень компания Vodafone тоже готовит, что им необходимо для того, чтобы, как они видят это восстановить. Ну и мы сопоставим все эти списки, проведем на общий знаменатель, приведем. И надеюсь, что работа будет реализована. Расскажите, пожалуйста, о работе Интертелекома. Ходят слухи, что будет включение в связи с МТС. Может, это подтверждение? У нас такой информации нет. Муссируется история, что мы запустили ЛТЕ в 20-м бенде, и в 20-м бенде нам якобы мешает Интертелеком, потому что он занимает часть полосы необходимого для 20-го бенда ресурса. Но могу сказать сразу, что нами определена именно та полоса, которая на данный момент не затрагивает именно тот частотный ресурс, который использует Интертелеком на нашей территории. Вот. Скажу от себя, что Интертелеком платит за свет, за воду, даже ведут
хозяйственную деятельность на территории Донецкой Народной Республики. То есть принципиально другая история, но компания Интертелеком не проходила лицензирование в Донецкой Народной Республике. Вот. И, соответственно, все равно продолжает по закону Донецкой Народной Республики о телекоммуникациях работать с нарушением нашего действующего законодательства. У нас есть определенный переговорный процесс, замечу, понимая определенный социальный спрос на оператора связи, мы идем оператору навстречу, и мы рассчитываем, что оператор будет идти навстречу нам и пройдет необходимые согласования и лицензирование для корректной работы, не нарушая законодательство Донецкой Народной Республики. У них есть собственные проблемы, мы никакого отношения к этим проблемам не имеем. У них падал магистральный канал связи, у них там радиорелейный, вот, в связи с изменением погоды у них что-то завалилось. На сегодняшний день мы знаем, что у них в 2 протоколах там восстановилась связь, которую они используют. Есть, по крайней мере, интернет, ну, с перебоями, голос точно есть. Пока все. Еще вопросы есть? Если нет вопросов, мы закончим.